В реальности вся Польша работает на аренде. Мы абсолютный лидер уже давно, больше года. Нам нужно понять, какие есть юниты. Человек, у которого есть те же 5 машин, либо есть деньги, и он хочет получать с этого пассивный доход. Ну, я, допустим, такой, в принципе, пассажир. У нас очень много айтишников, которые приходят, вообще ничего не понимают в автомобилях. Я за доходы с этих 15 машин могу каждый месяц покупать еще одну. Интересно. Ну, вот вы, по сути, платите нашими деньгами, не с денег, которые вы заработали. Какие есть риски? А оно зарабатывает, и оно работает. Все, я понял наконец-то. Вы на канале About Польша. Здесь мы говорим о жизни и бизнесе в Польше. Сегодня важная тема – это инвестиции. И в нашей жизни есть движимое и недвижимое имущество. Так вот, сегодня мы поговорим о движимом имуществе, мы поговорим об автомобилях. И многие из вас приходят к нам с запросами, куда инвестировать, и обычно это небольшие суммы, это 50, 30, у кого-то 100 тысяч евро. Так вот, сегодня с Глебом, с представителем... Привет, Стас. Да, привет. Одной из таких компаний мы разберем этот кейс по полочкам, потому что у Глеба есть твердые результаты здесь, огромный опыт, и попробуем ответить на вопрос, выгодно ли сейчас инвестировать в бизнес, связанный с автомобилями. А если выгодно, то как? Привет, Стас. Меня зовут Глеб, я предприниматель, живу в городе Вроцлав. И я занимаюсь такой классной нишей, как такси, и занимаюсь нею достаточно долго. Знаю ее очень хорошо, потому что я считаю, что эта ниша сейчас только начинает развиваться в Польше. Расскажи за бизнес-модель. Как сейчас выглядит этот бизнес? Нам нужно понять, какие есть юниты. Да? Из того, что я знаю, есть клиент. Это тот, кто арендует машину. Это ваш клиент. Дальше есть ты, как управляющая компания, которая зарабатывает процент. И есть инвестора, которые, я надеюсь, нас сейчас смотрят. Как эта конструкция работает? Кто на чем зарабатывает? Какие есть риски? Наша компания, да, по факту является большим посредником. Во Вроцлаве мы занимаем лидирующую позицию на самом деле и заняли ее еще до того, как начали работать с инвесторами. Потому что мы на самом деле строим такой мост между водителями и собственниками автомобиля. Водителя получают, соответственно, хороший, качественный сервис и машину. Инвестора, собственники автомобилей получают аренду вовремя, да. Ну, а мы, собственно, как бы в центре событий, так сказать, это все администрируем. Раньше такого понятия, как инвестора, вообще не было. То бишь на сегодняшний день на рынке огромное количество автопарков, которые сами занимаются своими машинами. И, собственно, мы их администрируем. Ну и водителя, которые просто хотят работать. Сейчас мы начинаем, ну вот уже год уже работаем с таким направлением, как инвестиции. То есть каждый человек, у которого есть деньги, сразу скажу, что это от 16 тысяч долларов вход, просто с одной машины такая, имеет возможность как бы зайти в эту нишу и начать зарабатывать как бы вместе с нами. Потому что, честно, основной наш как бы доход, конечно, это водители, там администрация этих водителей, ну и часть еще есть своего автопарка, то бишь у меня тоже есть машины, которые приносят много денег. Позже расскажу, сколько именно. Поэтому рынок очень большой, и он весь завязан на аренде. В реальности вся Польша работает на аренде с исключением Кракова. Там как бы водители работают посменно на этих машинах, а везде, в каждом остальном городе водитель приходит и должен арендовать машину. Полностью на себя, да, в смысле? Да. Он платит за первую неделю, он платит кауцию тоже, соответственно, документы, он сам себе все делает, он должен заинвестировать, чтобы начать работу. Поэтому это такой юнит, который действительно заинтересован в том, чтобы начать зарабатывать. И водитель, который зарабатывает эти деньги, он получает выплату еженедельно. Для них это очень важно. В смысле, он получает выплату от Uber или от вас как от партнера? Мы получаем все деньги. Почему на нас все завязано? Потому что все деньги проходят через нас. Все. И деньги, собственно, собственников автомобилей, и деньги как бы водителей. Мы платим налоги за водителей, мы предоставляем весь сервис водителям. То бишь водитель, когда к нам попадает в воронку, когда приходит, он получает весь спектр как бы услуг. И за счет этого мы очень сильно выстрелили, потому что у нас на сегодняшний день
работает 16 человек. Это вот люди, которые сидят в офисе, как бы обслуживают водителей. Это в бэк-офисе, да? Да, это бэк-офис, это все, кто действительно работает в офисе. Это не там не маркетинг, это не подвыконавцы, да, это не подрядчики, это люди, которые работают исключительно у нас в офисе. К слову, о офисах у нас их 4, главный во Вроцлаве, физически еще есть офис в Лигнице, в Варшаве и, соответственно, в прекрасном городе Кракове. Вот, так в котором я 9 лет прожил. Да, прекрасный город, классный. Вот именно почему-то в нем работает не аренда, а водители арендуют автомобили вдвоем и ездят там посменно, то бишь по 12 часов. 12 часов в один, 12 часов в другой. Там математика чуть другая, она чуть повеселее, но нету кауции, надо заплатить сразу за водителя за все документы ему сделать, бадания лекарские, взять на себя риск по кауции, потому что если водитель, например, через неделю отдаст машину, либо поцарапает бампер, мы всегда забираем кауцию, она всегда с лихвой покрывает как бы все повреждения, которые водитель может оставить в машине, отдать нечистую, незаправленная машина, это все покрывает, соответственно, кауция. Мир разделяется на 2 категории. Первый — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. Давай весовую категорию, да, чтобы люди поняли. Потому что у меня есть знакомые, которые занимаются тем же, чем и ты, но вы занимаетесь одной нишей, но выглядит так, что ты занимаешься этим системно, и ты строишь систему. А они занимаются в формате: у меня есть 5 машин, которые я сам лично сдаю в аренду другим людям, и все. Но ты же, получается, сдаешь машины в аренду, свои, либо инвесторские, этим людям, и плюс зарабатываешь на лицензиях, то есть на партнерке самой Uber, Bolt, правильно? И еще там на каких-то апселлах. Ну, смотри, мы стали лидером в Вроцлаве, потому что мы абсолютный лидер уже давно, больше года, по количеству водителей, количеству машин, которые есть у нас в доступе для аренды, по количеству автопарков, которые с нами работают. Это сколько? Это, на сегодняшний день это только во Вроцлаве больше 600 водителей и больше 100 таких автопарков. Вот как ты говоришь, есть люди, у которых там 5 машин, да, ты там можешь условно пойти открыть себе фирму и сказать: я теперь партнер, и начать пытаться как бы самому искать водителей. Да. Это достаточно сложно. Работа с водителями — это сложно. Его нужно найти, говоришь, чтобы он работал, дать ему какой-то сервис. А на сегодняшний день, когда у нас есть, например, приложение для водителей, когда мы ему высылаем отчеты еженедельные, когда у нас, например, все выплаты выходят в понедельник, а Uber, например, Bolt часто может задержать как бы деньги, мы выплачиваем им со своих денег, понимаешь, не каждый может такой сервис дать. Плюс офис, очень важно, чтобы был классный офис. У нас, например, офис находится в 10 минутах там от центра города, огромный паркинг прямо под офисом, у нас 250 квадратных метров только офис во Вроцлаве находится, понимаешь. Либо ты отдаешь эти машины нам, либо покупаешь же у нас, потому что у нас тоже есть на продажу машины, и вот этим всем занимаемся мы. Мы находим сами водителя, мы ему показываем эту машину, сдаем и, соответственно, контролируем, чтобы он заработал каких-то денег, чтобы были деньги на аренду. Если там каким-то причинам водитель не заработал деньги, то мы как бы страхуем, мы со своих денег даже выплатим. Это мы берем на себя. Инвестора. Да, наши гарантии. То если вы с инвестором контрактуетесь на какие-то условия. Да. Если машина сдана, и там водитель, например, не заработал и потерялся, это очень редко бывает, но иногда бывает, то мы выплачиваем со своих денег. Просто когда водитель видит, что как бы автопарку не до тебя, может как бы затягивать с деньгами. Это такое бывает, но бывает редко. Я думаю, что просто при нашем количестве машин такое происходит иногда, да. Возможно, у кого парки поменьше, выборка больше, поэтому... у кого парки поменьше, возможно, и происходит это реже. Да, поэтому если человек хочет зайти в эту нишу, как по мне, есть, наверное, три весовых таких категорий, как ты сказал. Первое — это
айтишники, я их, может, так называю. У нас очень много айтишников, которые приходят. У которых есть, условно, лишние деньги. Вообще ничего не понимают в автомобилях, куда заливать масло, топливо и так далее. И у них есть денег в среднем на 1-3 машины. Это сколько в деньгах? Это, условно, у них в среднем $30,000. 1-3, да, то есть в среднем 2, да. 30, да, это 2, вот 30 35. там, до $50,000 у них есть. Часть они ложат в машины, при этом у них есть еще какой-то источник дохода. Они где-то еще зарабатывают деньги, они хотят, чтобы деньги, которые они заработали, отложили, чтобы тоже еще на них работали, приносили какой-то пассив. Это такая первая весовая категория. В этом случае, будем откровенны, я даже не советую под это открывать какую-то деятельность, потому что с нами можно рассчитываться наличкой, просто приезжайте, забирайте в офис раз в неделю, либо раз в месяц, как вам удобно. Все. Вторая весовая категория – это люди, у которых есть как минимум 5 машин, то есть те, которым есть смысл уже открывать фирму и покупать эти машины на фирму, чтобы вернуть еще 23% вата, потому что расходы, связанные с ведением этой фирмы, с бухгалтером, мы знаем, что в Польше это не бесплатно далеко, они будут связаны с тем, что часть заработка с этих машин ты будешь отдавать бухгалтеру. Это примерно там полмашины в месяц или целая машина, то есть по заработкам. Поэтому лучше от 5. Сколько в деньгах? Насколько я знаю, бухгалтерия плюс фактуры, это 500 злотых? 500 злотых, а офис виртуальный, как бы еще под это, либо какую-то в квартиру, это где-то надо еще 150 злотых. Еще где-то вписать, там до 1000 злотых может выходить. Ну да. Да, это будет до 1000 злотых. А машина зарабатывает, забегу наперед, чистыми 2600 в месяц. Вот, поэтому если хотите больше забирать себе, то там наличными. Если там около 5 машин, можно уже открывать деятельность. Это тоже, как правило, люди с этих денег живут. То есть они открыли деятельность, подались там на карту, ждут карту, то есть они здесь легализированы, на эти деньги живут, все классно. И третья весовая категория, в которую, собственно, вхожу тоже я, это люди, которые покупают... Миллионеры. Почти. Которые покупают, я называю это 15 машин. 15 машин на сегодняшний день, вот в моем случае, генерирует такой доход, что я за доходы с этих 15 машин могу каждый месяц покупать еще одну. Такой мультипликатор. Да, и если посмотреть на это с точки зрения там, то есть 15, бюджета $18,000. $200,000, да, это так очень, грубо говоря, с запасом там на 15-17 машин ты их купил, и тебя не парит вообще ничего. Ни ДТП, ни какие-то возможные коллапсы, что бы ни случилось. У тебя есть деньги, у тебя каждый месяц как бы плюс одна машина. Хочешь, эти деньги забираешь, а хочешь, как бы, понятное дело, явно это не твои последние деньги, у тебя есть еще какие-то источники дохода, да. И ты просто эти деньги возвращаешь назад и докупаешь, и через год, через 2 можно будет выводить очень серьезные дивиденды, потому что машина окупается в среднем окупается 2-2,5 года. Давай по максимуму брать 2,5 года, но после того, как она у тебя окупается, у тебя остается еще эта как бы машина, которую ты можешь либо продать, либо она у тебя работает дальше. И они там как-то сильно катастрофически не дешевеют, потому что это коммерческая машина, она всем нужна. От 19-го и дальше. Старше не бывает. И моложе, получается. Да, и моложе. То есть 20-е в основном сейчас года есть за 21-й у нас, есть 19-е. И вот они столько стоят. Можно покупать как бы еще более новее машину, если у вас есть где, но они будут уже на порядок дороже, просто по годам. Хотя, по сути, внутри технически это будет один и тот же автомобиль. Мы обсудим еще тему с покупкой, да, какие тут есть риски. Интересно. То есть мы фиксируем 3 категории инвесторов, которые к вам приходят. Я думаю, что сейчас люди себя где-то здесь узнали, к чему-то отнесли. То есть, другими словами, если у меня есть свободных в среднем $30,000, то я отношусь к этой первой категории инвесторов. Могу купить 2 машины, купить их либо с рынка и отдать вам, либо прийти и купить у вас их и отдать, собственно, вам. И зарабатывать на этом деньги. Да. Это раз. Ты сказал, что можно получать деньги в кэше. Как объясни, что ты имеешь в виду? То есть, условно, где тут взаиморасчет происходит, где там под капотом, что идет, не понимаю. Под капотом мы рассчитываемся с водителями уже непосредственно, выводим деньги, рассчитываемся с вами. Поэтому и мы рассчитываемся с теми, у кого не больше 3 машин.
То бишь мы это не порицаем, то есть мы не любим рассчитываться наличными. В идеале, конечно, открывать фирмы. У нас есть бухгалтерская фирма, ты тоже этому, Сергею, давали интервью. Вот. Мы всех отправляем туда, мы уже там как бы с ними договорились. Там есть, кстати, 10% скидки на ребят, которые приходят от нас. В идеале, конечно, чтобы мы рассчитывались безналом. Тогда нет вообще никаких проблем. Фактурку нам выставили. Он открывает себе либо ЕДГ, либо спулгузо. А может ли он без девальности это делать? Да, может. То есть просто по ПИТу годовому рассчитываться? Что это, как инвесторский доход или что это? Может без девальности. Единственное условие, наверное, это человек должен быть в Польше находиться, ну или хотя бы раз приехать, потому что есть кейсы, где люди не живут в Польше, там приезжали там жены просто как бы регистрировали, открывали песель, там счет в банке, делали прописку, чтобы на них можно было зарегистрировать машины, потому что все машины зарегистрированы на вас, на собственников, это как бы ваше движимое имущество, да? Да. Хорошо, с этим понятно. Давай теперь разбирать, сколько можно зарабатывать на этом, подробнее, какая доходность, то, что я смотрел в презентации, там доходность в процентах есть. Расскажи вот все, что нужно знать инвестору. Все, что нужно знать инвестору, мы на сегодняшний день работаем только с Короллами, поэтому ее как пример и приведу. Ну, на мой взгляд, хочу тоже добавить, что эта машина будет актуальна еще 100% в ближайшие лет 5, потому что в ней как бы собрано все, что нам нужно. Это классная машина, которая не ломается, она реально очень надежная, и пока ничего лучше не придумали, на мой взгляд. Она гибридная, она очень экономная. Если еще сандалить газ туда. Ну, все машины, без исключения, как бы устанавливаем гибридные установки, и она реально на сегодняшний день сколько очень расход? актуальна. Не знаю, не езжу на Короле, но думаю, что в районе там 5-6 литров. В ней есть Apple CarPlay, вот эти все Android Auto, есть экранчики, камеры, парктроники. Ну, там просто больше ничего не надо водителю. Да. Тут просто езди, зарабатывай. Она достаточно комфортная, поэтому я считаю, что эта машина работала вот эти последние 6 лет, как с 2019 года вышла, и будет работать как бы следующих 5, потому что и она под комфорт ничего лучше подходит. Она подходит под категорию комфорт и будет важно. туда еще долго да, входить. Да. Будет долго входить. Сколько можно с такой машины заработать? Скажем так, входной порог, стоимость того автомобиля от 70 тысяч злотых, это уже со страховкой, с там каким-то первым сервисом, то бишь масла, фильтра, установка туда ГБО, и это все бруто, то бишь от этого всего можно еще отнять 23%, если у вас есть как бы фирма, działalność, это будет на 23% дешевле. А зарабатывает такая машина, если отнять нашу комиссию, которая, кстати, 15% мы снимаем от дохода автомобиля. Это очень важно, потому что если машина не зарабатывает, она стоит простой, никто не зарабатывает. Ни мы, ни собственник автомобиля, ну и, соответственно, конкуренты не водитель. Тоже так работают или нет? Ну, просто люди ж не глупые, они сейчас послушают наше видео и попробуют найти, где дешевле или меньше комиссия. Нету дешевле комиссия, это 100%. Средний рынок, наверное, в Варшаве, я знаю, единственная компания, которая занимается и может взять машины в управлении. Очень много просто оттуда приходило как бы желающих как бы передать это все дело нам, они берут 20. И, в принципе, это не сильно распространенная тема в Польше. Почему? Потому что очень тяжело администрировать это все. У нас на сегодняшний день как бы этим всем занимаются, все, что можно было, мы уже автоматизировали, и как бы это все обслуживают люди, у которых есть четкие регламенты, когда что нужно, почем сделать, в какой машине. Стоит машина, как я уже сказал, от 15-16 тысяч долларов. Почему там просто сейчас с курсом как бы есть разница. И это сколько пробег? 100-120 в среднем пробег. И это всегда вы будете вторым собственником. Потому что все машины, которые мы покупаем, я их выкупаю у лизинговых компаний. Сразу напрямую. И я вижу всю историю, которая была до меня. Все, когда менялись масла, фильтра, опоны и фотки даже всех ДТП. Все предоставляют вот как на духу. Как отче наш. Да. И это, получается, польские автомобили. Все без исключения польские. То есть мы не занимаемся там американских фокусов. Нет, были какие-то попытки, много видел, кто так занимается. Ну, можете сами этим заниматься, если хотите. Поэтому на сегодняшний день мы работаем только с Короллами. Приносит такая Королла, если уже убрать нашу комиссию 15% и в среднем 200 злотых на обслуживание. Почему 200? Там на самом деле обслуживание где-то раз в 2 месяца, 2-3, потому что машина наезжает в год примерно 80 тысяч. 200 злотых раз в месяц на обслуживание. Ну, там 2600 выходит, это 700 долларов. Это 700 долларов приносит машина уже чистыми вам нетто. Это очень важно, потому что если у вас, например, есть działalność,
и вы ватовец, что я очень настоятельно рекомендую делать у всех, у кого есть больше 50 тысяч долларов, то это нетто, и мы вам ват будем еще высылать сверху, и вы, соответственно, хоть и являетесь ватовцем, ну, ват вы, по сути, платите нашими деньгами, не с денег, которые вы заработали. Вы свои чистые, вот, 2600 забираете себе. Ну, там с них нужно будет уплатить, наверное, ЦИТ, да, 100%. Ну, и смотря, может быть, у человека, если это спилка, то у него же может быть вообще разные виды деятельности, и ему тут прилетела от вас какая-то сумма. Да, да, вот ты ориентируешься. Он может, на самом деле, там, да, перестановку слагаемых делать. Да, такую. у нас есть одна такая компания, которая занимается еще пассажирскими перевозками. Польша, Украина, большие автобусы, и у них там на сдачу купленных, по-моему, около 15 машин, которые у нас в управлении, и да, они с этим ватом как бы налогами балуются. Делают разные свои вещи. Да, конечно. Окей, что еще важно по инвестиционной модели инвестору знать? То есть, хорошо, я покупаю машину или несколько машин, либо покупаю ее у вас, да? Да, можно купить у у вас нас, есть безусловно. просто те, которые вы уже отобрали. Получается, ты в них инвестировал, да, как собственник, и просто перепродаешь ее. Да. Причем перепродаю вот минимально туда вшил работу подборщиков, людей, которые ездят, подбирают эти машины, смотрят, привозят, логистику. Плюс да. 5 гривен накинул. Да, потому что мы сейчас идем в количество. В чем еще большой плюс нашей компании? В том, что эти все машины, которые покупаются у нас, мы их сразу оборудуем, у нас есть контракты рекламные. В реальности машины мы оборудуем еще планшетами рекламными, все внутри машины оборудования. Только Corolla. То есть поэтому мы работаем только с Corolla, потому что со старыми машинами рекламодатели работать не хотят. Плюс внешняя реклама и рыночная там стоимость автомобиля, ну, откуда формируются эти 2600 там чистыми, 850 злотых водитель платит за такую машину в неделю. Но с рекламой, которая стоит как бы в этих машинах, водитель платит там, ну, минимум, что он заплатит, это 650 злотых, 650-700 злотых, а разницу нам закрывает как бы работодатель. Тем машина получается сильно ниже в цене, и мы сильно конкурируем с другими компаниями, у которых, например, нету рекламных контрактов. Наша машина выгоднее выглядит у водителя, потому что она сильно дешевле, но в итоге инвестор получает свои деньги, мы получаем свои деньги, водитель получает машину дешевле, рекламодатель получает огромную рекламу. Да, сколько сейчас, получается, еще раз, Corolla сколько стоит в аренду у вас и у конкурентов? Нет, есть рынок. Рынок строг, и он говорит так, 850 злотых везде. Краков, Вроцлав, Лигница, любой город, Corolla стоит 850 злотых. Могут быть исключения, если, например, кто-то купил новую Corolla в салоне, он такой подумал, я хочу сдать за там 1000. Окей. Он пробует ее сдать за 1000, но это там 5-10 машин, которых он там взял, и это там у него они только есть, и, может быть, кто-то их арендует. Но в среднем по рынку все Короллы стоят 850. И тоже очень важно, что машина с пробегом там 100 будет стоить 850, и машина с пробегом там 400, она тоже будет стоить 850. Может быть, да, если она там сильно уже потрепана, она может быть стоить там 800. Но это уже такие, скорее, исключения из правил. Окей, получается, я купил тачку за 16 тысяч долларов. Сколько она мне приносит в месяц? 700 где-то? Чистыми? Чистыми, да. Чистыми 700. На комиссию у меня уходит 15% вам за управление и 200 злотых в среднем в месяц да, по году да. На допы на обслуживание. Да, которыми вы как бы занимаетесь как управляющая компания, а я занимаемся. просто вам откашливаю эту сумму. Правильно? Мы эти деньги снимаем уже с заработанных денег машины. Просто делаете там перерасчет, показываете мне как инвестору, что вот смотри, мы тут вот это сделали. Да, и даже не в Excel показываем, у каждого инвестора есть свой личный кабинет, где можно посмотреть, во-первых, по GPS, где машина находится, посмотреть, кто на этой машине ездит, какой там сейчас пробег. В каждый момент времени заходишь, просто смотришь, и, соответственно, всю историю расчетов. То есть, если машина заехала куда-то масла фильтра поменять, это видно, там, допустим, минус там, 400 злотых, там это масла фильтра в круг плюс газовые фильтра. Это все делается один раз в 15 тысяч. Столько, сколько машина заработала за неделю, там, например, там, плюс 850, и потом сразу же идет транзакция минус 15% там, от этой суммы. Да. И вот так вот вся история. Там, вся история. Все классно, есть, классно. Да, за все я время. думаю, это хорошее конкурентное преимущество. Да, не, ну так я, допустим, такой, в принципе, пассажир. Да? То есть купить квартиру в Варшаве за 300 тысяч
долларов я не могу, у меня нету сейчас так вот просто в чемодане 300к. Но есть деньги, которые лежат. Окей, часть я вложил в фондовый рынок, часть у меня лежит в крипте, часть я инвестирую в себя. Ты слышал, какие суммы неадекватные. Но есть деньги, которые можно еще заносить в такие инструменты, и я вот такая целевая аудитория. И, к примеру, потом эти деньги, опять же, реинвестировать, опять же, в тот же фондовый рынок, если тебе не горит с них жить. Как вариант. Как вариант. Ну, то бишь, это просто больше прибыль на какую-то энную сумму денег. Если у тебя есть деньги там на квартиру, ну, квартира не будет тебе столько приносить. Да, не, квартира не. Да, это скорее просто сохранить деньги, чтобы они просто никуда не делись, никто бы не украл. В текущих реалиях рынка в Польше, я считаю, что это просто способ с наименьшими потерями телепортировать твои деньги в будущее. И то есть нюансы и риски. Машина еще и при всем этом более ликвидная, да, как движимое имущество, она, ну, все-таки более ликвидная. Да, в ней есть риски, и мы сейчас про них поговорим, потому что я уверен, что не все так, типа, у всех идеально идет. Ты такой занес, купил 3 тачки, они все ездят ровно 12 месяцев, и все отлично, никто не бьется, не ломается. Скорее всего, там есть погрешности, но звучит более ликвидно и как будто меньше порог для входа. Давай тогда по схеме. Я покупаю машину на себя. Да, ты можешь прийти, и какой вообще путь твой как клиента у нас? Смотри, я хочу занести сейчас на одну машину. Да, давай все начинают без исключения с одной машины. Честно, у всех такая политика, куплю сейчас одну машину, попробую, посмотрим, сколько я с этого заработал, и буду там докупать эти машины. Нету ни одного кейса, чтобы кто-то пришел и купил 5-10 машин сразу. Во-первых, это очень большая сумма, не все готовы сразу ее как бы отдать, поэтому все покупают по одной. Но то, что потом они каждый месяц еще докупают что-то себе до лимита своего бюджета, это факт. Поэтому ты когда приходишь, если машина покупается у нас, это всегда на фактуру. Это всегда супер прозрачно, легально, никакие суммы не занижаются. Это мы вот сколько машина стоит, столько мы тебе вписываем в документ, ты покупаешь. У нас же можно, и наши ребята помогут ее зарегистрировать, да, поэтому все айтишники с этим как бы просят помощи, и мы всем помогаем поехать хотя бы эту машину зарегистрировать, поставить на учет. Налоги. Что в машину входит? В машину входит уже страховка на год. ОЦ. Да, ОЦ, это очень важно, к этому мы сейчас придем, это вопрос про риски. ГБО, газовая установка, и машина полностью обслужена, без нюансов, водитель сядет, поедет, ничего больше с ней делать не нужно, лицензия там уже есть, то бишь ты купил, и машина там через неделю уезжает как бы в аренду. Твоя задача, да, прийти, оплатить и поставить машину на учет там в течение 1 месяца с нашей помощью, либо сам, как тебе будет удобно. В чем я вам плачу? В кэше, либо в... 2 варианта. Безусловно, можно заплатить переводом, мы выставляем просто фактуру, вы можете ее оплатить, сделать перевод на наш номер счета компании, либо оплатить наличными. Но в любом случае мы выставим фактуру и выдадим чек. Все. На покупку этого... Все, вы мне продали, допустим. Да, потому что мы машину покупаем прозрачно, легально, как бы здесь в Польше на фактуру, и вам точно так же ее перепродаем. Окей. Или я пришел со своей машиной, купил ее там сам где-то в своем городе. Вообще никаких проблем. Вот у меня машина, она уже зарегистрирована, да? Да, и большую часть времени, которым я занимаюсь этим бизнесом, это так и работало, и всегда все покупали сами эти машины. Но я вижу, что немного меняются инвесторы, сам автопарк, и они просят помощи. И чтобы не искать каждому под ключ, мы купили и создали как бы список таких автомобилей, которые я бы себе лично купил. Собственно, что я и делаю, да. И есть список машин, которые можно просто купить. То есть позвонить менеджеру, посмотреть, приехать эту машину, и она уже со всеми готовыми документами. Окей. А по документам какие тут есть нюансы и риски? Ты сказал за лицензию такси. Что вообще в Польше происходит? Все делаем, всем занимаемся мы. Все это бесплатно. Это уже все входит в стоимость автомобиля. То бишь никаких дополнительных расходов, кроме связанных с регистрацией, уже не будет. Это очень важно, потому что не хочется продать машину, а потом еще сделать то, надо то добавить, масла поменять. Этого уже не будет. Это уже все сделано, машина поехала. То бишь ближайший какой-то расход по машине будет это, там через 15 тысяч нужно будет снова, собственно, поменять масла, фильтра. Мы настолько хорошо как бы относимся, особенно к тем машинам, которые продаем мы, что если в процессе эксплуатации там какого-то нефиксируемого времени, да, там мы говорим там месяц или полгода, как пример, последние 2 случая, это водитель жалуется на то,
что затерто стекло лобовое дворниками. Ну, то есть ему плохо видно, когда солнечный день. И говорит, ну, поменяйте мне машину. То есть я понимаю, что, скорее всего, водитель будет и следующий на это жаловаться. Машина уже как бы продана, но я за свои деньги как бы поменяю это лобовое стекло. Похожая история еще есть с камерой. На одной из крыл оказалось так, что нету задней камеры и нету парктроников. Хотя на всех без исключения есть, поэтому никто как бы даже не проверил, если она там. Оказалось, что нету. Может быть, оказывается. Ну, оказалось, что такое, к сожалению, может быть. За наши деньги тоже машина дооснащается, соответственно, как минимум камера. И, ну, там еще в комплекте идет экранчик новый, поэтому. И получается, по этой схеме у нас возврат инвестиций сколько? 30-35% годовых? Возврат инвестиций, да, вот где-то так. Где-то так выходит. Да, это чистыми с вычетом вашей комиссии и всех... Это уже с вычетом, но доходность около 20-25, где-то так. 20-25%. Да. Окей. И при этом у вас еще остается всегда, ну, после как бы машина купила, она у вас еще остается, и она как бы стоит денег. Ну, то бишь, и это машина, которая всем нужна, без исключения. И даже сейчас цены я уже вижу, что растут на эти машины, потому что начинают и другие компании их скупать, потому что, например, Аурис, который кузов как бы предыдущий тоже, он уже вылетел с комфорта. Все, он не ездит больше в комфорте, и все, он уже... Некомфортный. Он уже никому не нужен. Он не был комфортным, а еще теперь не входит в категорию комфорт. Водители его вообще не хотят. Ну, точнее как, они будут его ревновать, потому что он дешевле в любом случае. Но новые машины покупать там с расчетом, что она будет ездить в ближайшие там 2-3 года, уже нет смысла. Какие есть риски? Риски, один-единственный риск – это ДТП, которое случается с автомобилем. Это самый большой риск, это единственное, что может случиться, из-за чего мы вам позвоним и скажем, что вот такая ситуация, ваш автомобиль попал в ДТП, и есть два варианта восстановления – дешевый и дорогой, да, и все будет зависеть от того, что это за ДТП, ну, то бишь, притертые бампера – это ни о чем, самое плохое – это может… Что случится? Это да, когда, да, машина и столб – это одно целое. Вот это… Давайте так, на моем опыте с машинами, которые в управлении, тотала ни одного не было. Самые большие выплаты по автомобилю, которые мы восстанавливали, был в районе 25 тысяч злотых, и это реально машина… Ну, наверное, поляки ее бы списали, да, но мы восстанавливаем. Вы ее вытянули, да? Да, мы ее вытянули, мы ее спасли, а лонжероны как бы были ровные, все было окей, но мы их вытягиваем. Может ли быть такое? Конечно, может. Это единственный риск. Как от него защититься? Ну, такая категория людей, вот, у которых есть 15 и более машин, как мы говорили в начале, им, в принципе, все равно. У них там балансируется. Конечно, даже если вот машина вот попала в такое ДТП, просто они какой-то месяц в ноль отработали, все. Риск, ну, считаю, вообще не риск. Те, у кого машин поменьше, два варианта. Покупаем страховку КАСКО, что, в принципе, можно делать на первый год, на второй год. Девушки, которые покупают машины, они обычно так и делают. Либо участвовать в страховом пуле, который организован нами как раз для вот этих маленьких автопарков, инвесторов. По сути, это как тоже страховка, только мои машины, кстати, тоже там участвуют. Я как бы своим большим автопарком поддерживаю как бы… ликвидность пула. Да, ликвидность пула и выплаты, как бы, чтобы какие-то там денежки и машины были. Вот. Как это работает? Ну, работает это очень просто. Если машина попадает в ДТП, мы ее едем ремонтировать, и там, например, ремонт стоит 5000. Мы просто все дружно скидываемся на ремонт этой машины. Ага. Все, там нет. А я думал, вы с гуры нет, это все просто бесплатно. Я слышал модели, что все как бы откашливают каждый месяц под там 200 злотых, оно копится там как-то, не? Не, нет смысла, потому что все… То есть по факту. Да, машины, ну, деньги проходят через нас за машины, правильно? Ну, да. Ну, то есть мы деньги получаем каждую неделю, со всеми там водителями рассчитываемся раз в неделю, если машина попала в ДТП. Мы быстренько посчитали, ну, получили смету от подрядчика, который их ремонтирует, вписали в программу, все получили как бы имейлы, что вот с вас снято столько денег, потому что у вас там, например, 2-3 машины. Сколько людей в пуле? Делится не на количество людей, это очень важно, на количество машин. Ну да, иначе было бы несправедливо. Иначе… У кого-то голосов было бы больше, у кого-то меньше. Да, но опять же, те, у кого больше машин, они как бы всегда дают денег больше, да, но ну и статистически как бы шанс того, что именно их машина попадет как бы в ДТП, тоже больше, статистически больше, да. Ну а какой последний был вот реальный кейс? Не было в пуле ни одного кейса больше 10 тысяч злотых.
И сколько в пуле людей? То есть поскольку люди скидывались? Я хочу понять. В среднем, наверное, это по 100, по 50 злотых. Когда мы скидывались, это было где-то так. Основное, что большие ДТП тоже происходят, как правило, в автопарках, которые сами занимаются машинами, сами тоже работают с водителями, сами потом взыскивают это с водителей. Потому что мы стараемся, если это наша машина, управление ООО, водитель проходит как бы школение, у него есть как бы правила, куда звонить, что случилось во всех машинах. Ну ладно, еще не во всех, доустанавливаем, стоят как бы камеры. То есть мы видим салон, мы видим снаружи, водителя это очень едет ровно, понимаешь? Машина, если ты сам занимаешься, ты можешь как бы сэкономить, например, не поставить такие вещи. Соответственно, шанс, что водитель там будет ехать с сигаретой в зубах, там, в телефоне, в планшете, очень велика. Ну, да. Мы стараемся минимизировать все эти риски. Сделать нормальный продукт, да, защитить себя, защитить водителя, безусловно. Чтобы тоже не было такого, что было какое-то ДТП, водитель не виноват, а вы на него это спихиваете, да, условно, или я как владелец авто. Смотри, давай разберемся для тех, кто не сильно в контексте Европы, допустим. Есть ОЦ, АЦ, объясни, в чем разница в страховках, да, и есть базовая обязательная страховка, и как это обычно происходит? Вы постоянно пользуетесь страховыми случаями или нет? То есть если не по вашей вине, если это ОЦ? Да, так устроен уже рынок такси, что почти все работают я имею в виду, что страховками ОЦ. Можно же договориться. Можно договориться, когда наш водитель не виноват, мы всегда вызываем полицию. Когда виноват, пытаемся договориться. Это логично, да. У нас всегда есть менеджер, как бы это 24/7, он всегда даже выйдет на место как бы происшествия. Если бы что-то случилось, если водитель, например, не говорит по-польски, чтобы там на месте договориться. Все машины застрахованы только по ОЦ. Есть очень мало машин, которые действительно собственники застраховали по каско. Почему? Потому что дополнительные расходы, да. Это в среднем, наверное, если у вас хорошая история, потому что машины все зарегистрированы на вас, и, соответственно, стоимость каско рассчитывается индивидуально. Но в среднем, дешевле, чем 6-8 тысяч на сегодняшний день. В год? Да, в год за каску я не видел. Ну да, это твою маржинальность сжигает. У тебя окупаемость тогда уже года 3. Да, если в нашего водителя въехали, не его вина, мы занимаемся тоже ремонтом, мы общаемся со страховой, что очень важно, стараемся оттуда как можно больше денег тоже вытащить, это тоже нужно еще уметь. Да, потому что все знают, что со страховок можно получить раз, можно еще 2 получить. И, соответственно, восстановить как можно лучше эту машину, потому что ее окончательная стоимость там через 5 лет будет очень сильно зависеть от того, как в процессе ты ее восстанавливал. Потому что такие повреждения, как бампера, где-то бордюры, двери, покрасы, это будет 100%. Вопрос, как это все будет ремонтироваться. И если потом ни зазоров, ни все машины, каждый элемент в разных тонах, конечно, она сильно дешевле будет стоить. То есть, подрезюмировав этот блок, я могу купить сегодня машину за $16 000, отдать ее вам, а купить ее в среднем за 2-2,5 года. Да, и дальше я могу либо ее продать и выйти в кэш, допустим, продав ее через 2,5 года, мне кажется, за сколько? 50-40 тысяч. Вот, я знал, что зададут этот вопрос. Я зашел на Автомото, там вчера, по-моему, посмотрел, сколько они стоят. Самая дешевая машина целая, просто на ходу, с пробегом там 400+. Corolla, да? Да, Corolla, конечно. Corolla, по-моему, 19-го года, если не ошибаюсь. Около 47 тысяч злотых стоила. По 50 тысяч, да? Да, где-то так. И то есть я ее окупил, и через 2,5 года я выхожу в 50 тысяч в кэш, допустим. Да. Если машина в более-менее нормальном состоянии, можно смело выходить в... хорошо, не 40. Давай, в зависимости от состояния, наверное, от 40 до 50 брутто, это очень важно, да. 40 тысяч. 40 тысяч я вот выхожу. То есть $10 000 примерно я выхожу такой, фиксирую в плюс. Да. Но так, наверное, не делается, а просто у меня есть какой-то доход, я со временем начинаю вам доверять, вижу, что вы мне платите, все окей, вы там ответственные, да, свои обязательства выполняете. И я где-то там через полгода-год начинаю докидывать вам еще там плюс одну машину. Да,
Все так делают, да, пока не закончится ликвидность, докидывают, да, потому что если оно заработает, и оно зарабатывает, а оно зарабатывает, и оно работает. И здесь вот это единственный страх, это вот этих ДТП, но на самом деле его не нужно бояться. Его не нужно бояться, потому что даже не пул, а сами водители, ты же знаешь, какие штрафы в Польше, и это очень недешево здесь нарушать, плюс уже много появляется камер, и сам водитель в связи с последними изменениями, например, вот не допускают больше водителей на государственном уровне без польских прав. Ну, то бишь, это точно не будет грузин. У нас на сегодняшний день работает 50% поляков. Остальные, у нас, и мы очень круто перестроились, когда вот входили польские права, потому что, наверное, было 90-80 это украинцы, и было очень много вот этих грузинов, турков и так далее и тому подобное. Нету больше никого. Остались только украинцы. Они не могут права получить. Никто, они даже не заморачиваются. Им, в принципе, все... А вы им тачку ж не сдаете без прав? Мы не сдаем без прав. Мы им не можем даже приложение активировать, пока у них прав нету. Бадання... Uber, Bolt ты имеешь в виду? Да. Плюс документы по здоров'ю, там бадання лекарське, психологічне. Должно быть обязательно справка о несудимости с края походжения, это со страны происхождения. Нету, все, мимо. Не можем тебя трудоустроить, мимо. Ну, то есть уже отбор, отсеивание очень сильно идет. Если раньше там каждого мы принимали, и каждый мог начать работать, сегодня уже нет такой необходимости. Да, и тут как бы человек, даже когда приходит, кауция, плюс первая плата за машину, документы все нужно самому сделать, но он реально должен занести 1500-2000 злотых. То есть это не приходит человек с улицы вообще без денег. Это он заносит, конечно. То бишь, чтобы даже тут начать зарабатывать, тебе нужно вложить, заинвестировать. Водитель должен проинвестировать. Поэтому, конечно, не придет водитель, который там будет пьяным ездить или завтра будет ДТП и так далее. Нет, это, то есть уже нету этого. Грузины, будем откровенны, они едут. То есть были такие случаи, и вот, наверное, случаи каких-то тоталов, или когда машины покидали Вроцлав, потому что одну машину мы забирали в Литве. Или Республику Жечепосполитой. Мы забирали одну машину реально в Литве, выехала как бы с Польши, а одну забирали в Германии, но его остановили погранцы, забрали его машину на штрафплощадку. Поэтому, это было уже, не знаю... Но рынок изменился, да? Очень сильно изменился. И я считаю, что этот рынок, он еще не сформирован, и он будет дальше формироваться, будут еще входить законопроекты на государственном уровне, которые будут ужесточать эту политику работы в такси, и будут, слабые руки будут выходить, да, слабые фирмы будут как бы выходить. Все как в покере. А сильные будут становиться только сильнее. За счет новых каких-то ограничений. Нужны ресурсы, нужны возможности их переварить. Интересно, что ты сказал, что 50% поляки. Вот это интересно. Да, мы это начали. У нас воронка какая? У нас, когда я понял, что водителя, которые у нас работают, и нужно будет там какого-то числа сделать, всем добавить польские права, я знал, что они это не сделают. У нас есть лид-менеджер, который, какая воронка, да, там оставляют данные на сайте, либо оставляют где-то реклама таргетирована, да, ему звонит лид-менеджер, у которого уровень польского C2. Он не поймет, что он работать пойдет не к полякам. Ага, то есть настолько, да? Конечно. Если у тебя сейчас на сегодняшний день ты сам звонишь, ищешь водителей, и ты говоришь с акцентом, никакой поляк тебе не придет. Да. Нет такой опции, чтобы он пошел работать в такси еще и к украинцам. Не настолько все плохо в их жизни. Это, знаешь, как есть такой прикол, я видел недавно стендап поляка, отрывок, и он говорит, что а что, если ты, как украинец, купил квартиру в Польше и напишешь описание, типа, для wszystkich oprócz поляков? Понял? Да, я видел этот мем. Да. Так и тут можно, только в обратную сторону. Но рынок меняется. Слушай, классно, с инвестициями, мне прям, я не знаю почему, но мне очень понятна эта схема. То есть сейчас важно услышать обратную связь от зала, да, но мы еще сейчас риски, я еще вижу риски определенные, но мне схема понятна, то есть окей, есть там доходность, ты принимаешь решение, ты хочешь играться в это или нет. Вроде бы, если ты отдаешь это, то есть сам я бы в жизни таким не занимался. Я могу в этом разобраться, я 10 лет в Польше, как и ты, но я понимаю, это тяжелая административная работа и работа с людьми, с водителями. Хорошо, тогда давай рубрика «Неудобные вопросы». Вопрос номер 1. Сейчас люди могут подумать, если все так то зачем тебе инвестора?
Типа, почему ты не можешь взять кредитное плечо в банке, почему ты не можешь одолжить деньги у, там, я не знаю, у семьи или у какого-то инвестора или еще что-то? В чем суть? Ну, одолжить у семьи. Моя семья, старший брат в том числе, уже являются автопарками инвесторами, поэтому все, кто могли, уже как бы вложились, этим занимаются, и это работает, и мои деньги тоже там, соответственно. Почему не лизинги? Потому что идет переплата банкам. То бишь не будет такой красивой цифры, не будет такой маржи доходности, если там будет участвовать банк. То бишь тебе нужно будет сначала отработать и заплатить банкам, и там через, ну, примерно, я считал, там через 5 лет, ну, надо лизинг набрать на 5 лет, потом машина у тебя как бы остается, ну, ты на плюс этом у тебя зарабатываешь. ОЦ. Да, еще нужно все 5 лет платить страховку. Давай, рубрика «Неудобные вопросы» продолжается. Давай. Значит, первое – это моя карма по страховке. В Польше, если есть случаи, ты пользуешься ими, то у тебя страховка все дороже и дороже потом будет, да? Да. Есть рейтинг водителя твоего, как водителя. Ну да, и в данном случае, если я их как физлицо передаю вам, но страховка на мне, и я еще и имею 5 машин, да, и если эти 5 машин там по 2 раза в год где-то бьются, то моя страховка будет, ну, нормально стоить. Да, если по вине водителя, то стоимость страхования автомобиля улетит в космос. Да, и это будет... Ну, ОЦ, которые я видел, наверное, такие самые большие, это, наверное, в районе 7-8 тысяч. Это прям... Это ОЦ, это без каску, без ничего. Ну да. Это то, что я видел. То есть это тоже риск ДТП. в этом модели. А можно ли его как-то перекрыть, если ты на компанию будешь брать страховку? И отличается ли цена страховки машин, если ты как фирма покупаешь и как физлицо? Ну, на сегодняшний день нет, потому что мои машины, например, тоже на фирме ездят. И особой разницы я не вижу. Единственный большой если плюс... есть страховой случай, то тоже цена растет. Да, единственный большой плюс на фирме, что есть обеспечение, как это называется, групповое или флотовое, наверное, обеспечение флотовое, вот, то там, конечно, ты фиксируешь какую-то ставку за собой на целый год и можешь эти машины бить, не бить, страхуешь как бы в течение года. Потом каждый год они пересчитывают. Окей, то есть это тоже есть риск, если у тебя машины будут стукаться, то страховка будет расти. Можем зафиксировать так, скорее всего, чем больше машин, ну, тем больше этот шанс, что каждый следующий год страховка будет у тебя выходить дороже. А она на все потом машины пересчитывается или на одну? На все. Есть риск такой, что вы можете, я дам вам машину, но вы можете мне не выплачивать, собственно, не платить деньги, да, за нее. Только в случае простоя. Не, ну, допустим, вы там простоя нет, или вы можете обманывать меня, что нет простоя. Да? Есть GPS. Вот я тоже очень люблю, когда я понимаю, что происходит в фирме, соответственно, как инвестор, я очень хотел бы понимать, что происходит с моими машинами. Я даю эту возможность каждому, это абсолютно бесплатно, вы можете в приложении просто посмотреть, где находится машина. Есть GPS, я могу посмотреть, и тут, наверное, главный риск – это я вам дал машину, но вы мне почему-то не платите. Но по факту, если вы мне не заплатите один раз, то я уже на следующий раз могу сказать: окей, вы мне не платите, отдавайте машину. Ну, к примеру, да. Условно. И, учитывая то, что мы платим, имеем возможность платить каждую неделю, то я рискую одной неделей. 850 злотых, да. Если это одна машина. Да. Ну да. Если были бы какие-то проблемы, но пока прецедентов не было. Ну да, ну и ценность в том, что вы занимаетесь этим под ключ, я не взаимодействую с этими водителями, да, оформлениями, лицензиями. Эти штрафы. Да, штраф. По штрафам тоже, когда приходят штрафы, то они приходят, конечно, на почту, на почтовый ящик собственника автомобиля. Да. В этом случае, да, вот это, наверное, еще когда нужно с нами взаимодействовать. Когда такие штрафы приходят, нужно просто перенаправить это нам, мы на них отвечаем. Как мы делаем? Мы просто договор... Чаще всего превышение скорости, да? Да, это всегда превышение скорости. Договор аренды за этот период на водителя мы просто высылаем на тот же адрес, что водитель был, вот водитель, вот к нему пишите. И все, ищите. И полиция прям переносит сразу дело. Переносит на них, поэтому штрафы не платим ни мы, ни инвестора, ни автопарки, никто. Всегда все ложится на водителя. Пункты карные, штрафы, все ложится на него. Справедливо. Да. Сейчас, если кто-то не знал, например, можно пункты не платить, пункты не получить, если заплатить больше штраф.
То есть в курсе? ты не получишь? Не в курсе. Да, заходишь. То есть вместо 2 пунктов, которые тебе насчитали, ты можешь... Да. Я последний раз так попал на камеру, вот эту вот Чинкову, такая очень коварная. И штраф небольшой был, 300 злотых, и, по-моему, там 3 пункта, что-то такое, в районе 3 пунктов. Да. Я не очень хотел их собирать, и ты должен заплатить x2 от твоего штрафа, тогда ты не... 600. Да, но минимальная сумма 800. К слову, я уже добавлю, у нас всегда есть возможность отключить любую машину нажатием кнопки. То бишь, если мы видим, что водитель не берет трубку, выехал за пределы Вроцлава, вообще как бы менеджер всегда получит сообщение, что он выехал, и не предупредил, он ему наберет, если тот не берет трубку и начинает куда-то ехать в любую сторону, мы нажимаем кнопку, машина не вырубается и не тухнет сразу, но после того, как он ее остановил, она уже больше не поедет. Хоть раз остановит где-то, да? Да, хоть раз где-то остановит. То есть, условно, пока не закончится бак. Да? Если будет по прямой лететь, пока не закончится бак, в теории, да, будет ехать. Угу. Возвращаясь к моему вопросу по поводу, зачем это тебе. Хорошо, семья инвестировала, зачем это мне? Да. Очень люблю новое, очень люблю что-то создавать, и мы достигли лидерства в городе Вроцлав еще год назад, еще когда у нас не было инвесторских автомобилей в таком количестве. То есть чисто на своих? Нет, не на своих. Мы очень хороший посредник, понимаешь, у нас все настолько классно оптимизировано, мы такой классный сервис даем водителям, у водителя есть каждого, приложение свое, с заработками, совсем как бы, какие-то конкурсы проводим, PlayStation сейчас разыгрываем, понимаешь, классный партнер, почему бы туда не идти, все понимают, что у нас самое большое количество водителей, да. Поэтому к нам, собственно, идут и автопарки, чтобы у нас сдавать эти машины, они там как бы этим сами занимаются. Все, вы создали ценность такую. Да. Все, я понял наконец-то. Вы создали такую ценность на рынке, что все владельцы авто, которые хотят их сдавать, и даже с автопарками, у кого 5, 10, 15 машин, знают, что надо идти к тебе, и потому они что так и делают. У тебя разыгрывается PlayStation среди водителей, и они знают, что у тебя нормальные условия, ты нормально верифицируешь этих водителей, и работает схема. Работает. Я работаю очень давно на этом рынке, и те, кто в нем работают давно, вот эти автопарки, которые начинали там с машин подешевле, мы это все вместе проходили, поэтому, конечно, они несут эти машины к нам и хотят, чтобы мы их сдали, потому что я как гарант уже того, что все получат свои деньги, и водителя, и автопарки, это как минимум... Ты в первую очередь хорош в обслуживании водителей. В оптимизации. Я считаю, что мы очень хороши в оптимизации процесса. Все, что можно оптимизировать, точнее автоматизировать, мы автоматизировать, то, что должен делать человек, он делает как бы человек. Я пытаюсь понять, окей, у меня автопарк из 30 машин, но я их хочу сдавать, и если... я реально хочу для водителей быть ценным, то мне так же, как и вы, нужно там им какие-то плюшки давать, нужно быстро трубку брать, обслуживать их классно. Это нужно наменять сотрудников, которые съедают твою прибыль с твоих же машин. Прибыль с моей же. Да, а зачем это делать? Получается, им в перерасчете, если у него там условно даже 15 машин, ему выгоднее отдать это тебе, чем делать эту всю инфраструктуру тут. Да, наверное, с какое-то количество машин это становится выгоднее делать in-house. Да. А-ля типа 50-100 машин. Я вам скажу, что меня называют среди партнеров как бы человеком, который плодит новые партнерки, новые такие фирмы во Вроцлаве, потому что с нас вырастает очень много партнеров, они уходят, забирают свои там 10-30 машин, они посмотрят, вообще в Вроцлаве очень много партнеров, но больших реально 2. Мы и ближайший нас конкурент имеет, он недавно давал интервью, 8, по-моему, сотрудников в офисе. То бишь, это ближайший наш конкурент по количеству водителей. Все остальное это просто парки, у которых 5, 10, 30 машин, которые работают с своими водителями, in-house. Просто они там свой у них мир. Да. Но по рекламе, по всему рекламному трафику мы сжираем все забираем. Да? Всех новых водителей с рынка. Да, потом водитель может, например, перейти в какую-то партнерку поменьше, потому что там, например, машина лучше была. Потому что, например, вот в январе, кстати, почему нам это нужно? Почему нам нужны машины еще извне? Потому что есть месяца, когда у нас некуда садить водителей. Я никогда я никогда не выключаю рекламу, мы ее только усовершенствуем. У нас есть даже офлайн реклама там на вокзалах, как бы все заклеено нашими бордами. В онлайне постоянно блогеры, как бы, все должно работать так, как должно. Да, оно все спланировано. Есть у нас в
команде девушка, которая занимается маркетингом непосредственно, есть подрядчики, которые запускают это все, анализируется, у нас все на цифрах. Так вот, есть месяца, когда у нас просто нечего сдавать. Ну, то есть мы приходим к моменту, что у нас там 5 машин стоит. Это очень мало. Ну, то бишь мы в месяц трудоустраиваем реально от 50 водителей. Да, там большая текучка, но в реальном месяц приходит очень много людей. И может быть такое же, например, у нас стоит там, 3 Ауриса, ни одной Короллы. Сейчас ситуация такая, что у нас, например, стоят Короллы, больше ничего нет. Потому что я очень много начал их покупать, очень много начало приезжать, и они распродаются инвесторам и сразу уезжают в аренду. А я могу вам поставить другую машину? Вы ее возьмете? В управлении нет. Ну, то есть ты можешь сам не заниматься. Безусловно, я тебе дам кабинет, я тебе дам водителя, желающего там работать именно на твоей машине, на твоих условиях, что очень важно. Но я не буду сам не заниматься. Я тоже начал туда больше инвестировать, поэтому и прихожу как бы на интервью и ищу, кто бы хотел этим еще заниматься, потому что по количеству водителей, мы уже выше головы просто не прыгнем. Свой автопарк исключительно из Королл как бы я создал, запустил, и есть доход, но что, как по моему мнению, еще не супераз, это как раз управление. То я бы хотел как минимум 150 Королл до конца года еще новых сюда добавить, чтобы это прям хорошо работало. Плюс понятно, твой большой интерес — это свой комиссия. парк — это возможность высылать машины в другие города, Да. что тоже для меня является большим плюсом, как бы новые какие-то города, новые вызвания, на которые можно классно рефлексировать, на этом тоже зарабатывать. Понятно, твой интерес — это, собственно, комиссия. Масштабировать, да. 15% комиссии и масштабирования, но в эти 15% у тебя включена вся та инфраструктура, которую ты обеспечиваешь. Да. То есть твоей там чистой маржи 3-5%, может быть. Да, и мы там начнем зарабатывать, когда этих машин реально будет хотя бы штук 300, 250 и так далее, чтобы купить... Интересно, получается, да, сотрудников, офисы, да. Ты создал бизнес, который работает и так для тебя. Да, он мне и так хорошо приносит деньги. И эта инфраструктура обслуживает тебя, да? Мои машины, да, потому что мои машины, конечно, я же не плачу сам себе комиссию, я не плачу зарплату сотрудникам, они так работают. Да. Ты сделал лидген хороший по именно водителям, и теперь у тебя настолько большая очередь водителей, что ты готов взять инвесторские машины, потому что есть спрос, да. Слушай, интересный подкаст получился. Классно, что можно зайти от какой-то небольшой суммы, да, минимальной. Относительно, да, там 16 тысяч. Но и есть варианты там заносить больше, 3, 5, 10 машин ставить. Пожалуйста, хочешь заниматься сам, не хочешь, вот есть и инструментарий, и управляющая компания, которая может снять весь геморрой с тебя. Да. Все так и работает. На самом деле все сложно, очень простое. Знаешь, я пытаюсь провести сейчас аналогию с рынком недвижимости, с этой схемой, когда ты покупаешь, допустим, квартиру там в Дубках или на Бали или в Турции в какой-нибудь, где ты физически находишься в Европе, а условно ты типа там какой-то инвестор на Бали. Да? И у многих компаний такой же оффер. То есть они тебе говорят, инвестируй в недвижимость на Бали, окупаемость у них там 4, Дубай 4 года. И Бали, да. Это достаточно хайповые проекты. Реклама там, может, тебе показывается. Естественно. И суть в том, что там они тоже предлагают управляющую эту всю схему, да, типа мы управляющая компания, а чаще всего мы девелопер, мы же управляющая компания. Иногда девелопер контрактуется с более там отдельной, хорошей, профессиональной управляющей компанией как бы на аутсорсе, да, и у них такой же оффер. Но разница между автомобильной тематикой и недвижимостью в том, что намного более низкий порог для входа, да, как инвестора, и, возможно, все-таки большая ликвидность, да, потому что эту машину ты ее можешь продать, особенно если это не 4-й Prius какой-то угашенный. Да? 4-й как раз он свежий, вот 3-й Prius. Точнее, 3-й. Да, 3-й, 2-й. Условно, да, там 3-й угашенный какой-то. Да. А если эта машина там 19 года, то у тебя есть еще ликвидность. Да, она там будет подуставшая через 2-3 года, пока она будет кататься, но ты все равно ее там за сколько-то продашь. Да, и она все равно будет цена в глазах особенно водителя, либо других парков, которые там и машинами плюс, занимаются знаешь, что сами. еще? И плюс то, что у тебя машина сдается понедельно, а не помесячно, да, и у тебя как будто больше попыток и больше шансов, чтобы она точно работала. В отличие от недвижимости, которая все-таки ей как будто надо более профессионально. Это туристический бизнес, ей более профессионально надо заниматься этой недвижимостью. Вот у меня так, по поводу недвижимости считаю, что просто в недвижимость
ну, я бы заходил, наверное, не с 200 там, тысячами, от 500, чтобы если... От чтобы, полумиллиона. да, чтобы это действительно там либо какие-то денег приносило, либо просто сохранить эти деньги. Ну вот, например, Грузия, если, знаете, там есть инвестиционные проекты, их много на самом деле. Батуми всякие, все Батуми, остальное? да, у меня просто тоже родители живут в Батуми на текущий момент, и я очень хорошо знаю, как в Орби сдаются эти квартиры, они не сдаются. Знаешь, как это Да. работает? Там местных, кто там хотя бы по месту находится и покупает эти квартиры, вот эти все риэлторские компании, они сдают в первую очередь тех, кто им там чуть больше занес, там, кто по месту Ну, находится. кто им там хинкали и А чурчхелы если ты накинул? находишься в другой стране и вообще не контролируешь этот процесс, плюс есть много блогеров, которые уже на эту тему тоже высказали свое мнение, оно может по полгода стоять. Не будет ни одна машина полгода стоять, если это Toyota Corolla на газу за 850 злотых, она не будет стоять. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.